Че, поехали? Да! Много париков детям нельзя показывать. Дети начнут рано лысеть. Помните, Дмитрий, как мы с вами детьми дрались? Да, помню. Отличные были дети. У Петра детские травмы. Стойте, ребят, кто это снимал? Здесь фотографии. Голый Коля в красном. Оп! Пум-пум-пум просто. Это же секрет. Я покраснел, чем мог. О май гад. Вот. Остановить кринж. Всем привет! Это Питервиль и шоу «Комментарий золото». Давным-давно, во времена наших первых робких шагов в ТикТоке, мы старались отвечать на каждый присланный комментарий. Постепенно добавился Инстаграм, Запрещенный в России. простите, YouTube, Дзен. Вопросы, пожелания, критика сыпались не только на новые видео, но и на давно опубликованные и забытые. И таким образом контролировать каждый отдельно взятый комментарий было уже просто немыслимо. А жаль, потому что комментарий золото. Вот и решили мы исправить эту несправедливость. Перетряхнуть, так сказать, закрома комментаришные. Да извлечь на свет жемчужины мысли человеческой. Правила просты. Мы по очереди тянем карточку с комментарием, пытаемся отгадать, к какому видео был написан этот комментарий, обсуждаем или отвечаем. Или смеемся. Или плачем, но это уж как пойдет. Да, как пойдет. Кстати, за кадром наша несравненная, несменная барыня Настасья, которая сегодня выступает в роли Василисы Премудрой и снабжает нас при необходимости энциклопедическими справками. Привет всем! Ну что, поехали, поскакали, понеслась! Поехали, поскакали, понеслась. Поехали, поскакали, понеслась. Ладно, что, поехали? А кто первый тянет карточку? Надо определиться, кто первый. Давайте тот, у кого больше всего нюца. Ну, я поздравляю победителя этой номинации. Ну давайте это вырежем. Кто первый будет тянуть? А я предлагаю по старшинству. Сначала Самовар, потом Николай, потом вы, потом я. Николай, передайте комментарий Самовару, пожалуйста, пусть он читает. Честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Зачем такое снимать? А если там дети? Минута пошла. Так, кажется, Так, ну я, во-первых, видел, под каким видео этот комментарий, там указано, а вот вам предстоит поскрипеть извилинами. Во-вторых, я тоже видел. это же недавно мы читали. Что-то такое, что нельзя видеть детям. Переодеваемся, мы везде переодеваемся, везде светим голыми ножками, получается, когда переодеваемся. Что еще мы могли делать такого? А если там дети? Я вот не перехожу дорогу на красный, если дети где-то рядом. Помните, Дмитрий, как мы с вами детьми дрались? Да, помню. Отличные были дети. Что запрещают детям разговаривать с незнакомцами, засовывать пальцы в розетку. Конфетки брать еще нельзя. Но на самом деле это видео, где Меньшиков выпрашивает у Петра. Точно! Зачем такое снимать? А если А там что он дети? выпрашивает? Что это за видео? Что это? Стойте, ребят. кто это Разрешите, снимал? пожалуйста. Эй, Дора, готова? Да! В твоих глазах доллар? Да! Тебе Игги Попа, плюс у меня как у Игги Попа. Чисто мой стилист, стилист твоего стилиста. Эй, Дора, готова? В моих глазах доллар. У тебя Игги Попа, плюс у меня как у Игги Попа. А вдруг дети почему не знают, что такое попа? Нет, я понял, почему. Потому что было перенасыщение париками в кадре. У меня был белый, у Николая был черный. И все такие: о, это слишком много париков, детям нельзя показывать. Дети начнут рано лысеть, глядя на это видео. В общем, если резюмировать, мы не поняли, почему это нельзя показывать детям, но ладно. Но зато мы поняли, что есть старинное японское искусство париками, Париками. которое нельзя показывать детям. Погнали дальше. Дмитрий. Да, давай, поехали. Так. Комментарий золото. Так, я не буду смотреть. Комментарий такой: ну вообще, и крест. И второй сразу: ого, мем про Аввакума Петрова я точно не ожидал. Аввакума Петрова в гриппе. Нормально, нормально. Такого Так, не но ожидал. мне кажется, это ТикТок. Это старый ТикТок. Потому что у нас не было этого персонажа нигде, кроме ТикТок. Там ржака, конечно. Да. Когда ТикТок перестал, собственно, давать возможность загружать ролики, в какой-то момент ролики сами стали показываться, как-то вот вируситься, и в какой-то, да, привет, немножко не интересует интересного интересует контента. немножко. И в какой-то момент он стал собирать просмотры. Какой стати? Вы меня извините. Я скандал такой учиню! У нас же есть такая система, правильно, барыня? Есть умные ролики, а есть глупые ролики. Это какой? На умных, ну, например, где мы это просто вот это танцуем, какой? это Вот же этот глупо какой? достаточно. А это какой? Это умный ролик. Но это имеется в виду, что не каждый человек вспомнит, кто это, о чем идет вообще речь. А тут хопа, и люди начали смотреть, писать, ничего себе я не ожидал, и мы такие: нормально. Зато дети будут знать, что у незнакомого человека нельзя брать конфетку, а протопопа Аввакуму вряд ли они знают.
Значит, конфетки брать не будут. Дети в безопасности. Спасибо, Петербург. Спасибо. Фух, слава Давай, богу. тащи, золотишко. Золотишко. Так, а это можно читать в нашем шоу? Нет, я просто к тому, чтобы потом не начать извиняться направо и налево. Скажите, а вы чеченцы? Просто я чеченка. Перед Хабибом ты имеешь в виду? На самом деле, этот был комментарий выбран для того, чтобы можно было шутить на тему «А вы финны? Просто я фин. А вы мексиканцы? Просто я мексиканец». Ну, то есть, Какой хороший комментарий был подобран для этой рубрики, я должен отметить просто. Мне кажется, это первый комментарий, на который мы можем действительно ответить. Честно Да. посмотреть в камеру, сорвать наконец все покровы лжи и сказать «нет». Нет. Я не чеченец. Поехали. Все, давай следующий комментарий для самовара. Так. Становится Можно жарче. показать. Не надоело ему костюмы и усы менять? О, это я знаю, что Я такое. тоже знаю. Это Мне кажется, 100%. я Все знают. Это самая благодатная почва для любого вашего комментария. Если вы не знали, куда деть ваши странные мысли, страшные сны, какие-то детские травмы, кидывайте их все в комментарии к видео «Тот самый танец на Дворцовой». Этот комментарий отсылает нас к знаменитому мифу, что мы один человек. Как видите, абсолютно похожие, одинаковые, типичные русские лица. Не отличить одного от другого. Но пытливый зритель заметит. А, Николай, у вас тогда была короткая прическа, поэтому, возможно, можно было как-то спутать. Но мы говорим, нет, невозможно. Каким образом? Ну, каким? Давайте вернемся все-таки к вопросу из этого комментария. Костюмы разных цветов, трех Хорошо. разных Вернемся цветов. к вопросу. Господа, не надоело ли вам менять усы? не вам, а ему. Не надоело ли ему менять усы, костюмы? К сапогам еще придем мы. Спросим его. Мне не надоело. Получается, и вам тоже не надоело. Пока надоело только мне. Кое-кто играет детские сказки. Следующая моя очередь. Увидел видео, где 3 хомяка бесятся. Сразу о вас вспомнил и зашел посмотреть, чего нового. Точка. Ну, в принципе, это любой наш ролик. Любое видео Петервиля. Где мы, например, танцуем. Где мы втроем. Да, где мы втроем и где мы танцуем. Где мы один человек, прежде всего. Классное видео из Неприе, где мы в лесу балуемся. Best friends check. Я могу представить на нашем месте хомяков. Могу. Нормально. А где доспехи Бога? Доспехи Бога, да, знаменитые трюкачества. Знаменитые Пан хомячьи Джеки Чана. трюкачества. Шутка за шуткой, опять же. Вот это я тоже Кстати, знаю. да. Хомяки могли бы прыгать по полю один через другого. А, ты не знаешь, к какому видео? Я боюсь извиняться перед хомяками. Сижу, нервничаю. Во-первых, спасибо вам за то, что спросили, как дела у нас. Вы ответили, как у вас дела? Как у хомяков. Нормально. В колесе? В колесе, да, бегаете? Вот крот, вот хомяк. Прыг, прыг, шмяк, шмяк, шмяк. Остановить кринж. О, май гад. Итак, что за бред? Крестьяне не стриглись и не брились. На видосе аристократ, который нацепил на себя косоворотку, не более. И 3 смайлика вот такие вот. Ну, и непонятно, это обидный комментарий или это, типа, комплимент, что аристократ, ну, крестьяне там его обсуждают. Ну, посмотри, он цепил косоворотку, косит, ну, такие. Я из Шаринган, как и тач. Я танцую миллерак на куш твоей тачки. Это же знаменитая рубрика, когда мы снимаем про кого-нибудь, и нам говорят, что люди такого сословия... Булочную, да, такси не есть. да, так себя не вели. Гусары себя так не вели, крестьяне себя так не вели. А next вопрос ответит крестьянский эксперт. Брились, стриглись. Это один из моих любимых комментариев. Не надо копировать Пушкина, он с небес смотрит на вас. Он раньше времени вас на небеса заберет. Восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак, восклицательный знак. Вот такой вот смайлик. Я знаю, что здесь будет атомный взрыв просто. Бред. Интересно. Вот и все, можно переходить к следующему вопросу. Слава Богу, что я защищен от копирования Пушкина моими друзьями. Я этого ни разу не делал. Дима ближе всех к обрыву, я должен сказать. Сколько Пушкиных? Ты тоже пару кофе снял с Александром Да всего Сергеевичем. одна была у меня. Сколько у нас Пушкин? А разве Коля не был Пушкиным на открытии буквоеда? Но тогда еще... Нет, Коля был... Это еще до Рождества Петервилевского. Тогда еще не считалось. Счетово. Тогда мне еще никто не объяснил, что не надо копировать Но Пушкина. мы еще, главное, ходим и говорим: Коль, ну какой ты Пушкин? Ты Куприн. Не похож ни разу. Все, едем дальше? Я читаю следующий комментарий.
Здесь фотографии. Вот. Хочу вам показать тогда сразу. Короче говоря, это шлем. Это человек-пуля. Нордический шлем. Но если вот так вот, он типа колено. Самое сердце. Могли пролететь просто. Тут просто Гигантская пуля. Ньо. Мистер Андерсон. Марио там они и комментарий. стреляют. Собственно, это шлем, получается, нормандский шлем. Нормандский такой у тебя шлем, не И переживай. написано: Игорь, это не викинг, держу в курсе. Спасибо, бро, что держишь в курсе, а это и не Игорь. Держу в курсе. Садитесь, Дмитрий. Это был небольшой мини-цикл про Рюрика. Никаких больше вечеринок, никаких больше вечеринок. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Поэтому вот. Расскажите историю, когда мы спросили, чей шлем или чья кольчуга. Едем мы в нашу первую ТикТок экспедицию, и этот шлем, который мы взяли в прокате в Останкино, Кирилл там познал. Я боролся ради него. Ты вез шлем, а я кольчугу. У меня кольчуга была из театра. И значит, вот еду я, захожу в метро, меня останавливают, естественно, большие сумки останавливают. Он говорит: а что это у вас там? Я говорю: кольчуга. Чья? Рюрика. А я думал, сова. Там некоторое смятение наступило. Они такие: если Рюрика. Кстати, Я спокойно поехал. надо заметить, что реально люди именно так и реагируют, потому что я тоже, значит, проходил в метро этот детектор, Ну, вот с этой пулей. металлодетектор, и они такие: ты что? Я говорю: шлем. Они такие: доброй дороги. Спасибо. Все, нечего сказать, потому что оп. Итак, а здесь просто пожелание. Мы обычно в конце наших литературных циклов выпускаем ролик, где мы предлагаем людям выбрать следующего автора либо произведение. И вот здесь написан комментарий: «Война и мир», кстати, очень бы. Один Балконский чего стоит? А вы знаете, один Балконский. Один Чё Балконский, стоит? два Балконский, чего они стоят? Сколько у нас Балконский? 2, сир! У меня здесь 2. Ну что, мы согласны? Если вы хотите скинуть пару балконских нам на счет, проходите, пожалуйста, в наш Бусти, и скоро в Patreon. Бусти, наши дорогие. Заходите, подписывайтесь, там столько всего интересного. Все. Ну и поехали. Поехали дальше. Бери, пожалуйста. А камеры специально дергают, чтобы не было видно, что реально он там не танцует. Поехали. И Это любимое. еще несколько тысяч комментариев, связанных с операторской работой на этом видосе. Да, это тот самый, который уже упомянут, был танец на Дворцовой. Я бы переадресовал этот вопрос в зал нашим дорогим коллегам, нашим дорогим операторам, которые постоянно дергают камеры вот так вот вверх-вниз. При том, что тогда их еще даже не существовало. Тогда они уже ребят дергали с нами камеру. еще не было, да. Мы сами справлялись с дерганием камеры кое-как. Специально ли дергают камеры? Да. Есть некоторые проблемы в нашем коллективе. Есть талантливые танцоры и подающие надежды танцоры. И для того, чтобы не было понятно, как я подаю надежды, активно трясется камера. Вы раскусили нас? Чего себе. Вот здесь появится ролик, как мы танцуем на Дворцовой, и камера не дергается. На самом деле, Николай напрудил тут неправда. На самом деле, пришлось потратить просто $30 и... Это же секрет. А нельзя рассказывать? Ну не громко. Потратил $30 на пресет. Final Cut установил, точку фокусируешь вот сюда, либо куда вам угодно. Картинку расширяешь, чтобы границы не скакали вместе с картинкой. И все. Вот так это делается. $30. Здесь имело бы смысл. Сними шляпу, это доллар. Ну-ка шляпу сними, это же целый $1. Никогда не видел доллар. Ребят, я потратил $30 на то, чтобы сделать монтаж этого ролика. Это же ангел! Если эти $30 каким-то образом вернутся через Бусти, поклон вам нижайший будет просто. Было бы славно. А как это было сделано, расскажет наш эксперт. А я могу своей сильной рукой взять следующий комментарий? Пожалуйста. Давайте. Я буду управлять твоей рукой. Хотел комментарий золота. А давно татары да кавказцы стали сударей играть? О, а тударей? Давайте Тударей. разбирать роли. Давайте. Ну, я, очевидно, кавказец. Хотя я уже признался в камеру, что я не чеченец, но я не говорил, что я не кавказец. Неплохо. У нас всего татары и кавказцы. Да. То есть, видимо, 2 + 1, как-то так. Ты, видимо, кавказец. Возможно. А мы татары. Очень приятно.
Пишите в комментариях свои версии наших национальностей, нашего происхождения и наших этнических корней. Ну, кстати, А в мы сейчас, ТикТоке... кстати, мы можем проверить, кто из вас татарин, кто нет. Типа Сколько надрезать? человек? Нет, сколько человек может прожить без эчпачмака? Нисколько. Татарин. Кавказский татарин. Эй, чпачмак тащи. Ну вот тоже, смотрите, кринжовенько, но богоугодно. Спасибо, отец Алексей. Спасибо вам, что смотрите наши ролики. Следующий. Дмитрий, были бы вы помладше, то был бы грех всех женщин. Так. А чем сейчас плохо? Растолкуйте, господа. Зачем такое писать? А вдруг там дети? Во-первых, Это получается, был бы я помладше, это значит чревоугодие, вот это вот все, и Дмитрий. Да. Получается, 8-й грех был. знаменитый грех. Только у женщин. Только у женщин. Грех знаменитый. Ух, какой сексистский комментарий С получился. одной стороны, да, а с другой стороны, приятно осознавать, что только старость удерживает весь женский мир от грехопадения в Дмитрия. Причем старость Дмитрия. Это что, это вот на исповедь я напишу. Раба Божья, грешишь? Он грешу. Дмитрий, Чем у грешишь? меня С есть Дмитрием стартап. грешу. Не хотите ли открыть ЧОП «Старость Дмитрия»? Чё? Да. Частное охранное предприятие. А чё бы «Старость не Дмитрия». А чё бы не открыть? Ну, я, видишь, зарделся, я покраснел, чем мог. Ну, ланиты у вас казенные, конечно. Ладно, поехали дальше. Берите. Странно, что картинка... Извините. Странно, что картинка взади прыгает. Насколько... Правильно говорить в заду, ребят. Ну, Я давай. взади. Странно, что картинка взади прыгает. Насколько я знаю, дворец стоит надежно. Так, ну тут сразу несколько В отличие от зада, так сказать, слоев который... открываем. Во-первых, знаменитое видео про дворец, Тот самый? который стоит надежно. Во-вторых, мне кажется, мы перемещаемся в такую передачу «Здорово жить» с Еленой Малышевой. Если у вас картинка прыгает сзади, намазывайте свою картинку. А дворец стоит надежно, то вопросы к оператору. Чтобы дворец стоял надежно, а картинка не прыгала у тебя взади, подписывайся на наш канал. И на ставь Бусти. Колокольчик. Проходи в Бусти, где будут еще дополнительные материалы к нашим... Абсолютно все материалам. так, все так. Ну-ка, Дмитрий, я прекращу этот поток. О, здесь сразу первое слово на французском, я не могу его произнести. А вы прочитайте, как чувствуете. Вот это первое слово. А его можно было притянуть за оскорбление какой-нибудь... Ну, чисто теоретически. Ничего не понял, ну... Ну вот, очень давайте так, интересно. черт побери. А можно притянуть его за оскорбление какой-нибудь ерундовины? Ерундовин. Ну, чисто теоретически. Я Можно ли бы вас притянул притянуть? кого-нибудь. Ну, во-первых, за грех можно. Сразу 40 врываются резко в комментарии, и за грех меня могут там распять. Возможно, на Дворцовой площади где-то ходили дети. Возможно, тут какая-то такая штука, связанная с самым первым комментарием. Каким-то образом как-то это перекликается, что где-то были дети, мы Это все танцевали. все то же самое видео на Дворцовой. Давайте просто быстро, блиц, перечислим, что можно оскорбить этим видео. Дворец, форму, Да форму нельзя, это театральный костюм, там даже знаков отличия нет. театральную форму. Театральный костюм можно оскорбить, А согласен. поэтому они и пишут, что один и тот же человек, знаков отличия нет. Да. Один и тот же. Группу Бонни М, как минимум. Группу Бонни М, Немецкую группу, которая поет на английском про русских. Распутина. Распутина, да. Кстати, Муравьев. Там у вас прекрасный танец муравья, возможно, они обижаются. Муравьев. А Муравьев Апостол? Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин. А это, кстати, там тоже было. Однажды я встретил в комментарии, что это та же площадь. Как вяжет этот чай! Да, где декабристов шрапнелью расстреляли. И кто-то пришел ниже в эту ветку и говорит, да, это так. Ну, Там мне кажется, своя что жизнь. если очень сильно докапываться до чего-то, то можно оскорбиться на все что угодно. Поэтому надо выдыхать и жить благоухаючи. Отвечая на ваш вопрос, чисто теоретически, можно ли? Можно ли? Но нужно ли? Ребят, знаете, как нужно жить? Как? Кринжовенько, но богоугодно. Аминь. Нормально. Ваш Модест, здоровый и свежий, не такой, как на картине Репина. Ну, тут понятно, о ком идет речь. Это Модест из, из городка. Из городка. Из городка. Уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного — покоя, умиротворения и вот этой гармонии.
от слияния с бесконечным вечным. Понимаешь, а ты мне опять со своими там это иди суетись дальше. Модест хочет сниматься в роликах. Ваш Модест здоровый и свежий, не такой, как у Стоянова. Да, да. Где горб? Где горб у вашего Модеста? Здесь мы можем запросить комментарий эксперта. Да, кстати. Но теперь мне это не нужно. В этих трусах я чувствую себя защищенным. А ты не добьешь это дальше? А я думал, прикол именно в этом. Вот. Еще сейчас будет прикольно. Сейчас покатимся. Прикол не до конца прикольный. Это из тех комментариев, на которые ответы даем не мы, а другие комментаторы. Отвечают на ваш вопрос. Да и неудивительно. Картина Репина была написана в год смерти композитора в 1881, а картинки с выставки закончены в 1974. Поэтому этот Модест как минимум на 7 лет свежее. Да. Еще, значит, директор по свежести. Еще. Ну и, кстати, нигде в видео мы не говорили, что он уже закончил картинки с выставки, поэтому еще раньше можно. Да, вообще, может быть. Могли бы, кстати, вставить. Может быть, это юный Модест. Картинку с выставки? А вот же она. И вот, повсюду картинки. На мне картинки. Ну-ка, Поехали. Что там? Спасибо, Александр. Начало очень. Я лайк, конечно, поставил, но выглядит как реклама эскорт-услуг для женщин за 43. Пришел сюда с Дворцовой площади. Ждем-с. Так, а куда сюда, интересно, куда он пришел с видео на Дворцовой? Эскорт-услуги для женщин почему-то за 43. Ровно. Может быть, это какой-то сакральный? Что происходит? Скорее всего, да. Может быть, для женщин за 43 минуты. Может такое быть? Может быть. Может быть, за 43-м километром МКАД. Может быть, за 43 килограмма, возможно. Вот так вот. Нормально. В общем, мы ничего не понимаем, честно говоря. 43. И что же это значит? Ну, круто, он лайк, Ну, конечно, здорово. он поставил, но я в целом тоже... Мы ничего не понимаем, но... Возможно, ему 43. И он разбирается. В книге «Автостопом по галактике» упоминается число 42 как главный ответ на вопрос о всем сущем. Возможно, число 43 еще более монументально, чем 42. Но только в галактике этого человека. Да, мы об этом ничего не знаем. Интересно. Ну-ка. О, это продолжение того нашего любимого. Он в студии танцует с зеленой шторой на задке. На задке? Это там, где картины пляшут? Но комментов собрал больше, чем если бы в Питере танцевал. И фотошоп самый стрёмный спецом сделал. Шикарный маркет-ход. Ну что же, парень? Парень-то молодец, получается. Мы получили похвалу за то, чего в принципе даже придумать не могли. Но вообще у нас была мысль, а что если мы придем на Дворцовую площадь, там поставим рамочку, на нее повесим хромак и станцуем на Дворцовой площади, но на хромаке. А потом ставим на хромак Дворцовую площадь на Дворцовой площади, чтобы танцевать на Дворцовой площади, пока мы танцуем на Дворцовой площади. И отправляем экзибиту сразу. Да, чтобы он там на прокачку. такой, «О, вот это чуваки замутили, конечно. Опа. Ребят, вы мне буквально сегодня попали в рекомендации. Пожалуйста, идите в фонд кино, возьмите суду и снимите уже хорошее отечественное кино. Я думаю, у вас это точно получится. А я как приятно. Этот комментарий, это просто... Лайкос. Это просто лайкос. Я, кстати, тоже думаю, что получится. Очень хочется снять Всё кино. получится. Но все впереди. Поехали. Поехали. А Лермонтов говорил на немецком. По-русски очень плохо. You know? Ведь ты как я, а я как ты, мы как две капельки воды. Знаменитые его немецкие стихи. Постоянно на них натыкаюсь, везде, ВКонтакте. Что, в статусах у всех стоят, да? Стэтхэм выдает за свои на немецком. Вот это «Die Grossen», там вот это вот. А это Лермонтов, по сути-то. Все тексты Рамштайн Лермонтов написал. Получается, шотландец, который хорошо говорит по-немецки, но плохо по-русски. Шотландец? Лермонт, да. Это та самая энциклопедическая справочка. Вот так вот. Как много мы не знаем о Лермонтове. Мы, ну, мог бы... А это знаешь, что Мог это? бы рассказать? Мог бы и не стреляться, честно говоря. Мы бы побольше узнали. А это значит, что пора ехать на курорты. Минеральные воды? Абсолютно. Кавказский, минеральный. Я с радостью, честно говоря. Я тоже. Еще Я и побольше бы узнал про Лермонтова. И карточку там. возьму с радостью, кстати. Давай. А у нас один остался. О, это один из наших любимых и постоянных комментариев. А давай сделаем так. Давай. Это будет последний комментарий, а этот мы оставим на следующий раз. А их еще и увеличится, скорее всего, да, к следующему разу. Да, а это будет первый, который мы прочитаем в следующий раз. Подходит. Итак, такой последний милый комментарий. Маленький, такой трогательный. How does it keep getting better? Every day I'll find
Почему вы решили, что Дима маленький? Ну а кто тут у нас еще маленький? Вы не глядите, что мы сидим, может, пониже? Мы тут так выкрутили табуретку, что... Это все, что Все, маленький такой трогательный. Ну, спасибо большое за этот приятный комментарий в этот чудесный день. Вот как теперь быть? Вот если бы не возраст Дмитрия, Так и еще и хочется маленький такой посмотреть последний. трогательный. Комментарий был, если бы не возраст Дмитрия, про твою старость, а тут маленький такой трогательный. То есть все-таки можно, получается. Неважно, если тебе больше, там, 30 лет, но ты маленький, тогда тебе можно, получается. Потому что маленькая собачка до старости щенок. Это комментарий знающего человека. Василиса Премудрая, нормально. Пуньк. Друзья, мы придумали традицию в каждом выпуске выбирать один комментарий и награждать его специальным призом от Питервиза. А что за приз? Что за приз? Что за приз? А я сейчас расскажу. Но в этот раз мы решили выбрать самый злющий, такой токсичный комментарий в связи с тем, что у нас есть свои принципы, по которым мы живем. Между прочим. Да, главный из них – добро победит зло. Да. И вот тут мы можем вплотную прям перейти, вот кое-что хотим подарить этому злющему человеку, который написал комментарий. Мне кажется, будет так приятно. Он написал такую гадость. Но это вот тот самый. написал? Подписан Александр Пушкин. Итак, Александр Пушкин. Нет! Ну, то есть, черт побери. А его можно притянуть за оскорбление какой-нибудь ерундовины? Ну, чисто теоретически. Итак, за подписью Александр Пушкин, этот человек, которого мы попытаемся разыскать, мы отправим ему что? Что мы отправим ему? А мы подарим ему наш мерч, нашу кофту, офигенную кофту, в которой входят лучшие люди мира. Александр Сергеевич, чисто теоретически можно как-то это к вашему телу притянуть? Ну, так же лучше, а? Придите с каким-нибудь добрым комментарием, мы вас увидим и отдадим вам эту кофту. Ну что, господа, первый блин, как говорится, вышел довольно горячий. О, да. Получается, что наши видео, они вроде как зеркало волшебного. Да, всякий, кто в них глядится, он видит то, что сам себе несет. Или что желает там увидеть. Надеемся, вам понравился этот формат. Вопросы, предложения, недовольства оставляйте в комментариях. И кто знает, может быть, именно ваш комментарий попадет в следующий выпуск. А может, еще и подарок выиграет. Кстати, сообщил Городничий, что 90% зрителей смотрят наши ролики на YouTube без подписки. Не надо так. Давайте вместе прямо сейчас исправим эту ситуацию. Берем 2 перста, осеняем своим прикосновением кнопку «Подписаться», а после этого одним перстом ударяем в колоколец звонкий. Да, ваша поддержка помогает нам развиваться и снимать новые видео для вас. Ну, а если вы дюжа охочи до каких-то эксклюзивных материалов, то приходите к нам в Бусти. Да, кстати, скоро появится Patreon. Да, так что выбирайте, что вам удобнее, и милости просим. Давайте. Все, Лехе надоело. Давайте все это закончим. Ребят, мы же могли ставить первое шоу на YouTube, Комментарий Господи! Это Питервиз. Что, задуем на раз, два, три? Давай. Раз, два, три. Подписывайтесь. Поскорей же.